Вязать тапочки я буду из пряжи Yarnart Shetland. Рекомендуемый размер спиц 4,5 мм. Для вязания тапочек я беру спицы на размер меньше, то есть 3,5 мм. Расход на тапочки на размер 39-40 примерно 63 грамма. И здесь у меня остаток, и остаток я измерила 37 грамм. Для вязания можно использовать чулочные спицы, но мне удобнее будет вязать на спицах на леске. Я буду вязать на спицах Чиаго и размер беру 3,5 мм. Длина самой спицы 10 сантиметров с леской, длина от кончика до кончика 55 сантиметров. Для вязания тапочек нам понадобится 2 маркера, иголка с большим ушком и ножницы. Отмеряем небольшой хвостик, нам нужно будет набрать всего лишь 15 петель и будем вязать заднюю часть пятки. Это количество петель будет универсальное для всех размеров. Обычным способом набираем 15 петель. Набрали 15 петель, переворачиваем, и далее мы будем вязать только лицевыми петлями, то есть у нас получится платочная вязка. Первую петлю снимаем, не провязывая, и далее все петли, кроме последней, провязываем лицевыми. Для вязания тапочек нам нужно стараться вязать плотно, то есть петли должны быть не растянутыми. Для этого мы еще и брали размер спиц меньше, чем заявлено производителем пряжи. Мы довязали до последней, и последнюю петлю провязываем изнаночной. Переворачиваем и дальше продолжаем вязать. Первую снимаем, не провязывая, все петли, кроме последней, провязываем лицевыми, и последнюю провязываем изнаночной. И вяжем до тех пор, пока у нас не получится 15 волн. Хвостик у нас находится с левой стороны. Это у нас лицевая сторона. Берем небольшой хвостик и его обрезаем. То есть обрезаем нашу основную нить. Что мы делаем дальше? Берем нашу нить, которую мы обрезали, это основная нить от клубка, и вот с этой стороны, то есть здесь у нас хвостик, и с этой стороны нам нужно поднять петли. Находим первый ряд, и вот за всю косичку подхватываем и поднимаем петли. И здесь нам нужно поднять 15 петель. Первая у нас есть, далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, 14 и 15. Далее мы переходим на вязание этих петель и вяжем лицевые. Так, здесь у нас тоже 15 петель. Итого у нас получается на спицах 30 петель. Довязали, и последнюю мы тоже провязываем лицевой. Так, вот что у нас получается. Теперь для удобства я пододвигаю на леску. И теперь нам нужно набрать 15 петель и с этой стороны. Первая петля,
вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и 15. И всего у нас получилось 45 петель. Это получается пятка нашей тапочки. Далее продолжаем вязать. Здесь у нас первая петля, здесь у нас последняя. Первую мы снимаем не провязывая, последнюю провязываем изнаночной. И все петли мы вяжем так, как и в начале. Все петли провязываем лицевыми. И продолжаем вязать. Вначале, может быть, не совсем удобно будет вязать, но по мере увеличения количества рядов вязать будет комфортнее. Так, итак, до конца ряда все петли, то есть до последней петли мы все петли провязываем лицевыми. Так, подходим к концу ряда. Последняя петля, мы ее провязываем изнаночной и зажимаем вот этот хвостик. Далее переворачиваем. Это у нас идет внешняя сторона пятки, то есть лицевая сторона, а это внутренняя, то есть изнаночная сторона. И далее продолжаем вязать уже основную часть нашей тапочки. И длина этой части будет зависеть от размера ноги. Вот что получается. И используя иголку с большим ушком, я сразу спрячу хвостики, чтобы они мне не мешали. Я провязала необходимое количество рядов. Вот что получилось. Я вяжу на размер ноги 39-40 сантиметров. Чтобы вам определить, какого размера необходимо вязать, то прикладываем к ноге, слегка растягиваем, и вот эта длина должна получиться примерно до окончания мизинца. Далее приступаем к убавкам. Складываем тапочек вот таким вот образом и определяем места. Убавки у нас будут начинаться вот в этом месте и здесь. Я посчитала, что это примерно получается 12 петель. То есть я отсчитываю с этой стороны 12 петель, ставлю маркер, и с этой стороны 12 петель и ставлю маркер. Так, поставили маркеры и будем делать убавки только на лицевой стороне. На изнаночной стороне будем провязывать так, как есть. Здесь на лицевой стороне, если мы посчитаем, то вот по таким волнам у нас должно получиться 33. Первую снимаем, не провязывая. Далее вяжем, так как и вязали, лицевыми петлями, не доходя до маркера, 2 петли. Так, до маркера у нас остается 2 петли и 2 петли провязываем вместе. Далее маркер перебрасываем. И после маркера 2 петли провязываем вместе. Стараемся зажать поплотнее, чтобы не получилось расстояние между убавками, чтобы наши тапочки смотрелись аккуратно. И далее вяжем снова
просто лицевыми, не доходя до маркера, 2 петли. Так, до маркера осталось 2 петли. 2 петли провязываем вместе лицевой. Маркер перебрасываем, и после маркера 2 петли вместе лицевой. Далее до конца ряда провязываем лицевыми, кроме последней. Последнюю провязываем изнаночной. Так, есть, переворачиваем. Это у нас изнаночная сторона внутренняя. И здесь убавки делать не будем. Первую снимаем, не провязывая, и все петли, кроме последней, провязываем лицевыми. Последнюю мы провяжем изнаночной. Здесь доходим до маркера, просто маркер перебрасываем и продолжаем вязать. Точно так же и со вторым маркером. Его просто перебрасываем и продолжаем вязать лицевыми. Последнюю петлю провязываем изнаночной, переворачиваем. Снова у нас лицевая сторона, и на лицевой стороне снова будем делать убавки. Первую снимаем, далее вяжем лицевыми, не доходя до маркера, 2 петли. Так, остается 2 петли, их провязываем 2 вместе лицевой. Плотно поджимаем, перебрасываем маркер и снова 2 петли вместе лицевой. Подтягиваем. И далее вяжем до следующего маркера. Вяжем, не довязывая 2 петли. Так, остается у нас до маркера 2 петли, и их вместе провязываем одной лицевой. Подтягиваем, маркер перебрасываем и 2 петли вместе лицевой. То есть мы убавки делаем 2 петли вместе, провязываем до маркера, и 2 петли вместе одной лицевой после маркера. И далее, так как и вязали, лицевыми, а последнюю провязываем изнаночной. Так, изнаночная сторона здесь провязываем без убавок. Вяжем до тех пор, пока с одной стороны у нас до маркера не останется 6 петель. То есть у нас здесь должно быть 6 и с этой стороны 6. В середине 9 петель. Это у нас лицевая сторона, и обрезаем нить. Возьму немного побольше, примерно столько. Так, далее нам понадобится иголка с большим ушком. Снимаем маркеры, заправляем нить в иголку. И иголкой я прохожусь вдоль всех петель, собирая их на нить, которая у нас на иголке.
переносим. Затягиваем в круг. Должно у нас получиться вот так. Зажимаем и прошиваем. Сделаю несколько стежков. Вот что у нас получилось. И далее переходим к сшиванию вот этой части. Сшивать будем на лицевой стороне. И сейчас покажу, как сделать этот шов незаметным. Я смотрю, вот здесь получается последняя петля перед вот этой косичкой. Вот это наша последняя петля. Продеваю иголку, протягиваю, а с этой стороны я захватываю не последнюю петлю перед косичкой, не вот эту, а предпоследнюю, то есть вот эту, и прошиваю. Далее повторяю уже с другой волной. С этой стороны я беру последнюю петлю перед косичкой, а с этой стороны предпоследнюю. Вот наша последняя, это у нас предпоследняя. И сшиваю. Так, продолжаем. Снизу и сверху у нас идет предпоследняя петля. Так, еще. Так, и вот такой незаметный шов у нас должен получиться. Если мы посчитаем волны от пятки, то всего получится 18 волн. И вот в этом месте я уже закрепляю нить, и наша тапочка готова. Это изнаночная сторона, и на изнаночной стороне тоже шов смотрится очень аккуратно. С изнаночной стороны, чтобы закрепить нить, я прохожусь вот таким вот образом вдоль дорожки. Пару нашей тапочки мы вяжем точно таким же образом.